Рыбы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2023 год. Время у нас летит очень стремительно. Мы с вами входим в Новый год, в год черного водяного кота, либо черного водяного кролика. Каждый называет его по-разному. Год, который у нас пройдет под эгидой знака Колесницы, потому что суммарное число это у нас 7 этого года, и как следствие это будут серьезные перемены геополитического масштаба. У многих будут переезды, смена места жительства, повышение вашей активности. То есть сидеть сложа руки никому не придется. Но вместе с тем мы, конечно же, проверим, как этот событийный ряд отыграется для вас, будет ли он для вас созвучен. Ну и в первую очередь напоминаю вам о том, что я в первом закрепленном комментарии оставлю ссылочку на прошлогодний годовой расклад, чтобы вы могли посмотреть, проанализировать, сделать выводы, сопоставить информацию. Если необходимо, смотрите хоть по асценденту, хоть по солнцу, это как вам удобно, чтобы посмотреть, каким событиям вам готовиться в 23-м, потому что 22-й закладывал фундамент всех этих перемен. Но помогут мне сегодня Таро Легенд, а также настоящее черное Таро. Этих малышек сегодня будем с вами использовать в работе. И первое, на чем хотелось бы сделать акцент, что вас ожидает в рамках бизнеса и работы в течение 2023 года. И у вас здесь ложится аркан Повешенный. Для многие посчитают, что это аркан застоя. Я с этим не совсем согласна, потому что, смотрите, здесь по прорисовке Повешенного не связаны ноги. Это легкость. Видите, бабочки здесь порхают. Может идти изменение условий труда, может идти вообще изменение условий концепции работы, изменение сферы, в которой вы на текущий момент трудоустроены. В принципе, иной взгляд на вещи, на ситуацию, на все происходящее. Потому что кто-то может решить, что засиделись вы на текущей должности, можете уходить на другое предприятие, либо вообще менять взгляд на вещи, как следствие идти на вольные хлеба, то есть на свой труд. Но, конечно же, основное значение Повешенный. Многие посчитают, что застой. Допустим, нет развития, нет карьерного роста, нет каких-то перемен. Я хочу уточнить, так ли это, и раскроем это последующими арканами. Но видите, у нас здесь падает аркан Отшельника. И обратите внимание, он здесь уже без фонаря. Он уже не ищет, он уже нашел. Соответственно, по связке этим арканам это все-таки ситуация, когда вы будете пытаться раскрывать и реализовывать собственные таланты, собственный потенциал. Перепроверим, так ли это. Что у вас здесь будет, мои хорошие? Так. Ну, то, о чем я вам говорила. Десятка жезлов, король пентаклей, восьмерка чаш. Для многих идет переосмысление, что, допустим, какая-то деятельность себя уже исчерпала, и для того, чтобы получить стабильные условия заработка, стабильные условия труда, это уходить в свободное плавание, на вольные хлеба, то есть переходить на другое предприятие, либо вообще менять концепцию вашей работы. Но сложно будет на это решиться. Но если смотреть по картам, таким образом сложатся социальные обстоятельства, которые хотите вы того, либо не хотите, они вас к этому подтолкнут, к этим кардинальным и серьезным переменам, к этим изменениям. Если смотреть в целом, поскольку у нас здесь присутствует еще карта двора, допустим, кому-то будет сложно решиться на перемены, потому что вы хоть и у нас, знаете, как знак, который адаптируется под любые обстоятельства, потому что вода, она принимает форму того сосуда, в котором она находится. То есть вам легко адаптироваться, учитывать какие-то моменты. Но, тем не менее, здесь король пентаклей, восьмерка чаш говорят о желании стабильности и улучшения социального положения. То есть все-таки для вас крайне значимой будет финансовая сфера. Мы сейчас посмотрим, что ожидает вас по финансам. Какова здесь ситуация? По финансам у нас здесь ложится колесница. Сама по себе колесница – это карта прорыва, карта дохода, карта новых возможностей, увеличения заработка. У кого-то за счет появления новых источников дохода, ну, допустим, 2 работы или работа и хобби, которые вы можете монетизировать. Или у многих это может быть неожиданно для вас какое-то финансовое подспорье. Основная ошибка многих из вас заключается в том, что все привязывают деньги к вопросам заработка. Но доход не, знаете, как у нас приходит не только из-за работы. Это могут быть вопросы наследства, вопросы выигрыша, вопросы финансового подспорья. Допустим, кому-то может помогать финансово партнер или партнерша.
или открытие вами собственного, знаете, говорю, дела, или поиск нового источника дохода, допустим, дополнительная работа, дополнительное хобби. Но вместе с тем колесница – это еще ситуация, когда ваши траты, ваши расходы будут сопряжены. У кого-то с поездкой, с переездом, со сменой места жительства, а для кого-то это могут быть траты на автомобиль, для обретения своей мобильности, для того, чтобы вы ощущали себя более комфортно. Сейчас посмотрим, что же там по факту. Итак, Солнце, Жрец и Сила. Слушайте, ну, мои хорошие, у вас 3 старших аркана на финансы. То есть для вас это будет тема номер 1. Ваше финансовое положение значительно улучшается. Более того, да, не без вложений. Почему? Потому что Солнце, Жрец и Сила. У многих это будет вложение в свое образование, в повышение квалификации, в получении нового опыта и знаний. Будете проходить, может быть, какие-то курсы. То есть впитывать в себя как губка новую информацию. Ну, вплоть до того, что там учить языки. Начинать там, если для кого-то актуальны языки программирования, у кого-то просто иностранные языки, которые вам позволят и ощущать себя комфортнее, да, получать, допустим, новые какие-то проекты для заработка. Опять же, Жрец, Сила. Будет на кого опереться в финансовом плане, будет финансовое подспорье. Тут это справедливо как для женщин, так и мужчин. Для женщин это как от партнера, с которым вы можете находиться в браке, отношениях. Может быть, от отца, от старшего брата. То есть человек, который, знаете, как является для вас как духовным путеводителем по жизни. Для мужчин в большей степени здесь это будет идти подспорье от бизнес-партнера, от соратника, может быть, от коллеги, с которым вы там будете попутно что-то здесь открывать. Опять же, от руководства, которое вас будет ценить, давать вам больше возможностей для того, чтобы зарабатывать, увеличивать ваш оклад. Но и помимо всего прочего, если вы являетесь экспертом в какой-то нише, то по этим картам это монетизировать свои знания, свою экспертность. Проводить обучение, проводить свои курсы, мастер-классы, проводить вебинары, семинары. То, что вам позволит ощущать себя и мобильным, быть, как говорю, знаете, как на волне. И самое главное, это действительно настолько упрочит ваше финансовое положение, что своего рода, ну, действительно точка прорыва. Это очень благоприятные арканы. Смотрим по ситуации, что вас ожидает с точки зрения состояния здоровья. Сейчас вернусь на один момент к вопросу финансов. На здоровье у вас ложится аркан Дурак. Почему хочу вернуться к финансам? Вот сейчас мысля, знаете, как пришла информация. Солнце, Жрец и Сила, у многих это еще финансово вкладывается в свое здоровье, в укрепление своего состояния, укрепление иммунитета. Может, вы будете проходить какие-то реабилитационные программы, может, вы будете что-то предпринимать для вопросов профилактики, или это может быть действительно плановые профилактические операции, которые не только вам несут молодость, красоту, но и действительно улучшение качества вашего состояния, качества жизни. Потому что если мы смотрим на вопрос состояния здоровья, Дурак это новый цикл, это обновление, это вопросы омоложения, очищения, детоксикации. Безусловно, Дурак для кого-то может указывать этап зачатия, деторождения, но в большинстве это, знаете, как сбросить с себя старое бремя, сбросить с себя старую чешую, обновиться. Потому что здесь в качестве даже каких-то косметологических моментов это может быть по предписанию врача, очищение крови, переливание крови. Но, повторюсь, это с целью косметологии, то есть это не какая-то экстренная ситуация. Мы сейчас это проанализируем, что там по состоянию здоровья у вас. Паж жезлов, 9 жезлов, и мы видим король жезлов. Все жезловые карты. Ну, если с точки зрения зачатия, деторождения, то здесь действительно речь идет у некоторых о появлении ребенка, в частности мальчика. Да, может быть, беременность будет не совсем легкие. Здесь могут быть вопросы, знаете, говорю, серьезного такого токсикоза, но если брать это в целом, не привязывая к вопросам зачатия, деторождения, то эта ситуация обновления, очищения, детоксикации связана с чисткой сосудов, особенно у тех, у кого есть проблемы с давлением, когда давление у вас часто скачет, когда мучают вопросы изжоги, повышенной кислотности. И если вы очень часто болеете, то это, знаете, как обновление организма с целью улучшения качества ваших иммунных функций, то есть защита вашего иммунитета. Потому что здесь, повторюсь, омоложение, укрепление сил, все, что приводит вас в тонус для молодости, красоты и состояния здоровья, улучшения.
Смотрим с вами, что здесь идет по вопросам личной жизни. Какова ситуация? По личной жизни у нас ложится жрец. Карта, которая сама по себе прекрасна. Почему? Потому что если вы свободны по жрецу, это может быть просто идти обретение партнера, как говорю, духовного путеводителя по жизни, ваш духовный наставник, ваш учитель, ваш такой, знаете, кармический товарищ или подруга, который поменяет многое. Уклад жизни, взгляды на жизнь, устои. Человек, который, может быть, действительно вас будет тянуть к духовности, к переменам. Так и здесь это карта, которая указывает на желание традиционных отношений. То есть если вы там встречались, сожительствовали, это будет желание расписаться, создать семью. Если вы состояли в любовных треугольниках, то здесь уже может идти речь о том, чтобы определяться и выстраивать стабильные отношения. Но вообще, как будет по факту, мы сейчас с вами посмотрим и проанализируем. Давайте. Итак, рыцарь жезлов, тройка чаш, и у нас падает дурак. Но колода туз мечей, то есть ключевой вопрос ребром, да или нет. Потому что по башне будет абсолютно полностью разрушен старый образ жизни. Сейчас объясню, к чему это идет. И видите, это будут партнерские отношения. Объясняю. Для тех, кто у нас свободен, рыцарь жезлов, тройка чаш и дурак — это появление совершенно нового человека в вашей жизни. В большей степени ситуация отыгрывается для женщин, потому что на повестке дня у нас тут такой огненный товарищ, амбициозный, с лидерскими качествами. Для мужчин это проявление вашей активности, хотя это не ваша карта, вы у нас водной стихии, но это, знаете, как кому-то проснется страсть, неподдельный интерес. И человек это будет новый, который вас заставит меняться, по-новому смотреть на жизнь. Какую-то пробудит у вас непосредственность, в чем-то детскость, не могу сказать наивность, но умение радоваться каждой детали, каждой мелочи, каждому нюансу, по-другому видеть жизнь. Поэтому не зря здесь выпала карта жреца. И отношения, которые действительно будут стабильными и будут вести к построению серьезных отношений, без любовных треугольников, с перспективой создания брака. Если вы у нас все-таки товарищи, которые состоите в любовных треугольниках, в жизни бывает и такое, сюда применимы ситуации квадратов и прочих фигур, то здесь по шестерке пентаклей это выявить, понять, осознать, что отношения должны быть равноценными. То есть баланс брать-давать и никак иначе. Если вы осознаете, что это игра в одни ворота, по этим картам, по дураку, это вообще выходить в новую связь, в новый союз. Оставляя все эти треугольники, все эти нестабильные, непрочные фигуры, идет перемена, смена вообще концепции вашей жизни. Ну а если вы у нас в стабильных отношениях, в стабильных союзах, и если здесь имели место быть какие-то предпосылки, допустим, кто-то там подкатывал к вашему партнеру или партнерше, то это на корню пресечь всех этих любовников, любовниц и прочие нюансы. То есть, как говорю, знаете, как в очень такой резкой форме. Почему? Потому что девятка пентаклей, но себя в обиду вы не дадите. Вы крайне самодостаточны, вы себя любите, вы себя цените и осознаете свою значимость и важность. И по этим арканам, если смотреть, вы не будете, знаете, как давать право выбора вашему партнеру и сами не будете находиться в ситуации треугольников. Потому что здесь королева жезлов — это проснется свой, знаете, как внутренний посыл, желание собственной значимости, важности, своих амбиций. И будет, знаете, как вопрос ребром. Или так, или никак. То есть либо мы плывем дальше в лодке жизни, либо мы расходимся. Потому что по этим картам, смотрите, обновление отношений, желание внести в них страсть, радость, какую-то новизну. У некоторых может быть действительно продолжение, пополнение рода, то есть вашей семьи. Но карты здесь действительно положительного характера. Если смотреть на неожиданность периода, что у вас здесь? Какова ситуация? По аркану суд. Суд у кого-то это восстановление отношений, личных, деловых, социальных, партнерских, восстановление прошлых связей с коллегами, с работодателями. Для кого-то может быть возврат в родные пенаты, то есть посещение тех мест, где вы родились, выросли, поездка к близким, к родственникам. Но и как бы странно не звучало, хотя у нас суд карта Родины, но вот то, что я вижу на практике, для большинства иногда может указывать на смену Родины, то есть обретение
нового места обитания, бросить корни. Ну и, конечно же, суд – это возобновление каких-либо судебных процессов, историй, которые не были завершены, на них не хватало времени, внимания, возможностей. Тем более, смотрите, я дотягиваю арканы. 8 пентаклей, суд и 5 пентаклей. Если были какие-то вопросы на повестке дня с работодателями, что-то вам не доплатили, не заплатили, либо вы во что-то инвестировали и вас там бросил человек, да, с которым вы сотрудничали, то это, знаете, как приложить максимум усилий, суд и 5 пентаклей, чтобы выйти из кризиса и получить материальную компенсацию за вложенные ваши усилия. Я не могу сказать, что здесь это восстановление на работе или возврат к прежней работе. Нет. Здесь идет переосмысление вашего образа жизни, знаете, как переформатировать, перепрошить себя. И как подбор новой сферы, где вы себя будете реализовывать. Потому что суд, ну, особенно 5 пентаклей, это, знаете, обстоятельства, социальные перемены, которые вас заставят меняться, ну, фактически плясать под дудку этих обстоятельств. Поэтому действительно для большинства это смена деятельности. Либо, повторюсь, уйти в свободное плавание. Но карта для вас здесь положительного характера. Если у кого-то была дележка наследства, имущества, что-то не могли поделить, видите, вот 5 жезлов, это будет возобновление этих споров, этих конфликтов, но по 7 жезлов вы отстаете свою точку зрения, свои права на владение чем бы то ни было. Если мы с вами проанализируем ситуацию относительно того, что уйдет в течение этого года. Влюбленные. С одной стороны карта выбора, с другой стороны карта единения. Но тут какой момент? Обратите внимание, они повернуты спинами друг к другу. Если у вас в личной жизни что-то не ладилось, не могли найти друг к другу ключик, были ссоры, конфликты, какие-то трения, либо вы в принципе были какой-то период одиноки, не могли найти свою вторую половину, то эта ситуация завершится. Уйдут эти проблемы, когда вы не могли найти, но не могу сказать, что свою вторую половину, назову так, отражение себя. Либо были какие-то склоки в отношениях. Потому что дьявол, император, колесо фортуны. Ситуация завернется так, что вам не оставят выбора, потому что по этим арканам это кардинальные перемены в жизни. И как следствие для многих это связать себя узами брака, партнерских отношений. Ну, в большинстве своем это все-таки идет о личной жизни. То есть одни точно не будете. Тут для вас как бы тема номер 1. Вот если смотреть, финансы и личная жизнь. Это однозначно. Что придет? Смотрим. По аркану жрица. Так, по жрице. Во-первых, у многих будет открываться экстрасенсорика, ясновидение, яснослышание, вещи сны, знаки, желание углубиться в эзотерику, может быть для кого-то работа в тайных организациях, закрытых организациях. Опять же, по жрице желание держать какую-то информацию в тайне, не разглашать ее. И острое чувство осознание того, что как бы внутреннее я вас ведет, дает вам право выбора, дает вам какую-то информацию, подсказку. То есть здесь прислушиваться к себе. Ну и если смотреть с точки зрения неожиданности, что вы будете здесь сокрывать, то жезлов, Луна и, простите меня, императрица, но тут к гадалке не ходить. Для большинства это все-таки вопросы зачатия, деторождения. Если у вас вы уже не детородного возраста, либо эта тема для вас не актуальна, это реализовать себя в новом проекте. Это, ну, фактически как родить новый проект. Особенно если вы себя видели в нише медицины, эзотерики, то есть няня, сиделка, и сопряженно с этими тематиками, вам не будет равных. Опять же, туз жезлов, Луна и императрица — это в какой-то степени повернуть время вспять. Вспять почему? Потому что здесь вопросы омоложения. Здесь по этим арканам это получить энергию, вот ту харизму, ту сексуальность, которую многим не доставало. Если смотреть эту ситуацию для мужчины, это появление как раз вот той женщины, если вы были свободны, которая вас разожжет этот внутренний огонь. Ну а в принципе карты здесь могут указывать на ситуацию сокрытых намерений в плане построения личной жизни. То есть вы никому не будете разглашать, с кем вы познакомились, с кем вы встречаетесь, там, собираетесь ли вы обвенчаться, или вы длительный период будете держать информацию о том, что вы в положении. То есть закрыть. Некоторые будут здесь скрывать свои увлечения по той простой причине, что вы боитесь, как вас воспримут в обществе, в социуме, как поймут, не поймут, как, в принципе, знаете, как это будет приниматься вашими близкими, вашими знакомыми. Но помимо всего прочего, некоторые это будут замалчивать,
только по той простой причине, что вы в какой-то степени еще будете не уверены в своих знаниях, либо в своей силе. Так, посмотрим с вами карту года. Какова здесь у нас ситуация? Карта года у нас здесь ложится аркан «Мир». Ну, вот вам тема кардинальных перемен. Потому что мир — это всегда завершение старого цикла и выход на новый цикл, на новый уровень. Опять же, зачатие, деторождение, новые отношения. Это вообще карта благословения небес. Ситуация, которая идет свыше. Переезды, иммиграция, новый опыт, новые возможности. Смотрим, чем для вас отыграется этот аркан. Так, звезда, повешенный, смерть. Слушайте, 3 старших аркана. Вот это я понимаю карта года, вот это я понимаю перемены. Но в первую очередь для многих это новая динамика во всех сферах жизни. Потому что звезда, повешенная, смерть — это вопросы выздоровления, исцеления, переосмысления, обращения к эзотерике, к религии, к вопросам медитации, то, что дает кардинальную трансформацию, иные взгляды на вещи. В какой-то степени, как бы сейчас это банально не прозвучало, это не бояться смерти. Сейчас тут речь не про суицидников, а здесь просто, знаете, как осознание того, что душа бессмертна, это как новые ценности и взгляды на жизнь. Я не говорю, что вы не будете привязаны к материальному, но духовная составляющая для вас будет основой всего. Желание бескорыстно помогать людям, потому что по этим картам это как нести добро, нести любовь, нести нечто значимое. Здесь вообще вот эта связка звезда, повешенная, смерть, когда вы очень близко принимаете к сердцу проблемы, переживания, какие-то ситуации других людей. И, кстати, у многих это идет еще как выйти на новый уровень развития творчества, особенно если вы чем-то занимаетесь. Живопись, пение, музыка, роспись по стеклу, мозаика, потому что этот ряд карт как раз об этом говорит. И если у вас были застои в творческих процессах, то ситуация, которая идет в небытие. Ну и в целом, повторюсь, восстановление, отдых после болезни, это вопросы санатория. И, как бы сейчас это банально не звучало эстрадным для вас, но звезда, повешенная, смерть, это, знаете, как исполнение мечты, но не так, как вы хотели. Сейчас объясню на банальных примерах, и вам будет понятно. Вот для большинства, ну не то, что для большинства, для некоторых жителей Украины, знаете, у кого-то были мысли, вот, эмигрировать бы, переехать, а вот там бы устроиться. И вот когда в нашу жизнь пришла война, у многих осуществились эти желания, но не так, как они хотели. Понимаете? То есть это не то, что вы плавно планируете что-то. Так и вот здесь, вот по этим арканам, это исполнение желаемого, но не теми путями, которыми вы стремились. Потому что звезда, повешенная, смерть — это резкая трансформация, это резкий выход из состояния застоя и достижение мечты. Ну или, например, если брать концепцию отношений. Вы выстраивали себе, допустим, портрет идеального партнера или партнерши. И вы получите желаемое, но это будет совершенно другой человек, не тот, которого вы, допустим, вы планировали, не вашего типажа, назову это так, но который будет включать в себя те факторы, все те характеристики личности, о которых вы мечтали или к которым вы стремились. Поэтому здесь как снег, как, знаете, как все перевернется с ног на голову. Исполнение мечты тогда, когда вы этого не ждете. Наверное, это ключевая концепция. Или, допустим, когда вы хотели ребенка, у вас длительный период не получалось, вы на это забили, решили строить карьеру, и вот на тебе, получай, фашист, гранату. То есть, иными словами, это не готовность принимать какие-то серьезные перемены в вашей жизни, хотя вы очень сильно к ним стремились. Вот, что вам было дословно понятно, о чем здесь идет речь. Хорошо, давайте смотреть совет. Совет по ситуации. Дьявол. По дьяволу это прорабатывать свои пороки. Это отрабатывать свои грехи. Это прорабатывать свои зависимости. Дьявол любит нас жить на широкую ногу, часто искушает. Да, с деньгами, с отношениями проблем не будет. Здесь, знаете, вы будете искушать всех и вся, и всеми манипулировать. Но вместе с тем, это как призыв к тому, что меняйся, расти личностно, расти духовно. Мы посмотрим, в чем конкретно будет здесь совет и рекомендация. Девятка чаш, король чаш, ой, не-не, и маг. Девятка чаш,
Король чаш и маг. Итак, в плане совета и рекомендаций, если были зависимости, алкогольные, пищевые, наркотические, эмоциональные, прорабатывать через специалиста, у кого-то это психолог, у кого-то диетолог, у кого-то нарколог, а у кого-то, если смотреть король чаш и маг, узкопрофильный специалист, который поможет вам в этом вопросе, начиная от вопросов гипнологов, гипнотерапевтов. И еще в плане совета и рекомендаций. Жить в удовольствии, получать удовольствие от ситуации, от людей. Научиться людьми грамотно манипулировать. Ну, дьявол же не просто так падает. То есть во всем из всего извлекать выгоду. И еще, если вы себя видели в нише эзотерика, психолога, коуча, наставника, либо вы у нас любитель гастрономических ощущений, то есть гостиничный, ресторанный бизнес, просто вопросы какой-то кулинарии, может, вы хотели открыть какую-то кофейню свою, то самое время, потому что здесь по магу, видите, концепция, когда само идет в руки, когда вы будете иметь независимость. То есть дерзайте, живите в свое удовольствие, но знаете, как говорю, с мудростью. Пороки все-таки прорабатывать здесь нужно будет. И опять же, с точки зрения рекомендаций, это ни от кого не зависит эмоционально. Я сейчас по поводу отношений. То есть прорабатывать свои эмоциональные привязки. Слушайте, ну вот такой вот год у вас очень даже такой нестандартный, интересный. Много старших арканов в допах повыпадало. Но я на этом не завершаю. Сейчас я хочу посмотреть, как такой мини-бонус, это дело для каждого из знаков зодиака, исполнится ли желаемое вами в рамках 2023 года. Вам нужно будет сосредоточиться на каком-то одном конкретном желании, которое может осуществиться в рамках 2023 года. Ну, то есть не загадывать себе какие-то долгосрочные проекты, чтобы они осуществились в рамках года. Как бы вам привести? Ну, допустим, чтобы вы там институт закончили за 1 год. Ну, понимаете, да? Я не говорю, что это невозможно. Это возможно, но в этом случае надо ли это вам? И мы просмотрим, дадут ли вам боги, Вселенная этот шанс, эту возможность. И получите ли то, к чему стремитесь. Итак, настраивайтесь, выбираете одно желание. И мы смотрим, осуществится ли задуманное вами. Итак, по 5 мечей. У многих нет, ситуация зависнет. И не хочу никого пугать, не знаю, что вы здесь загадывали. У многих кардинальным образом могут сорваться планы из-за геополитических изменений или из-за войны. Я сейчас, услышьте меня правильно. Либо это будет совсем, я говорю, под другим соусом. Потому что Солнце, оно исполнится, но позже. Солнце у нас годовой цикл, а здесь чуть-чуть больше, чем год. То есть это уже будет в рамках 24-го. Не знаю, что вы там себе загадывали, к чему стремились, но это вот я вам озвучиваю. Потому что здесь по королеве жезлов для этого пока еще не хватит запала, энергии, каких-то возможностей. И сейчас возможности больше тут не финансовые, тут какие-то социальные. Сейчас объясню. То есть если вы хотели купить себе жилье, вы там, может, его и купите, но не сразу по полной оплате. Это, допустим, будет рассрочка. То есть нужно будет больше времени, чтобы закрыть эту ситуацию. То знаете, как вопрос, который не отыгрывается в полной мере, в полном объеме. Или как, например, некоторые, будет ли зачатие. Ну, то есть здесь зачатие может быть максимум в конце года, либо там уже в рамках 24-го. Вот так, по этим арканам. То есть если вы уже, допустим, беременными входите в 2023, тогда да, будут, знаете, говорю, родить, разродиться. Чтобы вам было понятно, о чем здесь идет речь. Вот такой расклад, вот такая информация. Верю в то, что она для вас будет во благо. От вас по прошествии периода, ну, либо время года, ожидаю обратной связи. Не забывайте писать, черкнуть пару строк, как отыгрывается информация. Вас же я благодарю за просмотр, за внимание, за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь и до новых встреч.